Между своими ремонтами решил рассказать про мультиметры. Видео подойдет для тех, кто хочет научиться пользоваться мультиметром. В простонародье называется цешка. Начну с самого простого мультиметра. Покажу, какие функции у него. Покажу, какие мультиметры бывают, какие у меня есть. Все это в этом видео. Мультиметр — это многофункциональное устройство. С помощью него можно измерить напряжение, сопротивление, прозвонить целостность капеля, а также померить ток в цепи. Начну с самых простых мультиметров, которые у меня были. Мой, наверное, это самый первый мультиметр, стрелочный. Я даже не знаю, рабочий он, не рабочий. Сейчас я, наверное, даже таких уже и нету. Ну, как раз с него и начну. Что он может померить? Он меряет напряжение постоянное. У нас существует два вида напряжений: постоянное и переменное. Постоянное напряжение — это батареи, аккумуляторы, зарядные устройства. В автомобилях постоянное напряжение. Переменное напряжение у нас в розетках в основном встречаются в быту. Также переменные напряжения с каких-нибудь генераторов могут быть. С генераторов я имею в виду как шим-контроллеров, так и, допустим, с автомобильного генератора также сначала переменное напряжение, потом через диодный мост преобразуется в постоянное напряжение. Также этот мультиметр может измерить сопротивление от 10 Ом. Если сейчас поставить так, он меряет Омы, десятки Ом, сотни Ом и тысячи Ом. И также можно померить постоянный ток в миллиамперах от 0,5 шкала до 500 миллиампер. Мультиметры не все могут мерить переменный ток. Здесь четко указано DC — это постоянный ток. DC — постоянный ток, вернее постоянное напряжение либо ток. AC — это переменное напряжение либо измерение тока. В этом мультиметре функций минимально. Это самый распространенный мультиметр, наверное. Я даже не знаю, сейчас их продают, не продают, DT830. Я им уже давно не пользуюсь. Включить даже не получится. Он вроде бы рабочий, батарейки нет у меня его включить. Он может мерить также напряжение, постоянное ДЦВ, как я уже сказал, в автомобилях, аккумуляторах, блоках питания, зарядных устройствах. Постоянное напряжение от 200 милливольт до 1000 вольт. Немножко пройдусь по функциям прибора. Может мерить, как я уже сказал, напряжение от 200 милливольт до 1000 вольт постоянного напряжения и до 750 переменного напряжения. Выбирая шкалу, допустим 20, это предел, он выше 20 не покажет. Это необходимо учитывать. Если вы измеряете напряжение, вы должны знать примерно, какое там может быть напряжение.
Если вы не уверены, то лучше поставить шкалу побольше. Допустим, мерите где-то, допустим, на грузовике, на КамАЗе, на там, не знаю, грузовой машине, там где напряжение 28 вольт. 20 деление 20 будет мало, соответственно, нам будет поставить 200, чтобы померить точное напряжение, узнать. Ну и предел 1000 используется крайне редко. В моей практике не помню. Ну, это только, может быть, специализированные какие-нибудь блоки питания для постоянного напряжения, где превышает больше 200 вольт постоянки. Также вот эта шкала я как-то не пользовался, если честно. Даже не знаю, что она делает. Показывает батарею 9 вольт. Может быть, питание на щупы подает с батареи, так как крона идет 9 вольт. Здесь питание идет батареи крона 9 вольт. Возможно, что на щупах появляется 9 вольт для проверки каких-либо светодиодов, либо что-то запитать такое малоточное. Не пользовался этой функцией, не могу знать, что это такое. Так, здесь следующая шкала измеряет постоянный ток, также от 200 микроампер до 200 миллиампер, в зависимости от того, что вы выберете. Также еще здесь можно, в отличие от вот этого прибора, здесь можно измерить уже более высокий ток, 10 ампер. Ток также постоянный. Но чтобы измерить 10 ампер, необходимо будет щуп переставить в положение для 10 ампер. Здесь это показано, что относится к вот этому только разъему 10А DC. Вот он указан здесь. Все остальные режимы щупы ставятся. Ком это минус масса. И второй щуп ставится вот сюда, где написано напряжение, ohмы и миллиамперы. HFE для проверки транзисторов. Здесь вот есть такой разъемчик, куда можно установить транзистор и проверить его параметры. PNP также NPN. Здесь указано эмиттер, база, коллектор, коллектор, база, эмиттер. То есть здесь ошибиться нельзя. Ну, если честно, я этим тоже не пользуюсь, мне проще прозвонкой. Прозвонка. Этим параметром проверяются диоды, а также используются в качестве прозвонки. Этот мультиметр не имеет зуммера. Иногда, когда вы выбираете режим диода, еще есть прозвонка. Очень удобно, но в этом мультиметре ее нет. Все остальное от 200 Ом, вернее, предел 200 Ом, 2 килоома, 20 килоом, 200 килоом и 2 мегаома. Это измерение сопротивления. Это его все параметры простые, которые он может измерить. Сказать честно, первый раз, когда я решил померить ток в сети, я воткнул 2 щупа в розетку. Это неправильно. Измерение напряжения проводится подключением параллельно, плюс-минус. Измерение тока производится последовательно в разрыв цепи. Где вы меряете? Ну, здесь постоянный ток измерения, постоянного тока. Измерение проходит всегда в разрыв цепи, так как ток зависит от вашей нагрузки. Чем больше нагрузка, соответственно, тем больше будет ток. Также есть уже более специализированные мультиметры, которые имеют больше параметров, которые могут больше измерить
каких-то величин. В данном случае вот у меня есть вот такой вот мультиметр. Вот здесь уже имеется прозвонка, диод и звуковой зуммер на режиме диода. Сопротивление здесь уже меряет не только до 2 мегаом, а также может померить до 20 мегаом. Может измерить постоянное напряжение, переменное напряжение, также транзисторы. Кстати, я вот этой функцией не пользовался. Вот здесь такого разъемчика нету, как здесь, чтобы вставить транзисторы. Ну, не пользовался, не знаю. Я им, если честно, никогда не пользуюсь. Мне проще прозвонить. Уже привык на диодной прозвонке прозванивать транзисторы. Потом можно измерить переменный ток от 2 мА до 20 ампер. Для того, чтобы измерить силу тока, равную 20 амперам, ну не только 20, а свыше 200 мА, необходимо будет переставить также вот этот вот щуп на амперы. Ком остается на месте, а красный щуп переставляется на амперы и измеряется переменное напряжение, переменная сила тока, постоянная сила тока. Также можно измерить емкости, конденсаторы от 20 нанофарад до 100 микрофарад. И также этот прибор может измерять индуктивность от микрогенри до генри. Предел 20 генри. Обычно я пользуюсь вот этой шкалой, так как я собираю источники питания. Там индуктивности в основном в микрогенри. И я использую шкалу до 2 миллигенри. Также могут быть мультиметры еще навороченнее. Допустим, вот этот мультиметр уже работает в автоматическом режиме. Не нужно выбирать деление, как здесь. Там 202, ну, вот это вот пределы вот эти вот. Здесь просто, допустим, напряжение нам надо измерить. Он может измерять его в автоматическом режиме до 1000 вольт. Постоянки, вот он указан DC, постоянка. Можно выбрать предел вручную, к примеру, милливольты, до 2 вольт, до 20 вольт будет измерять, точка смещается, до 200 вольт, и также уже будет максимально до 1000 вольт. И здесь также можно переключить с постоянного напряжения на переменное напряжение. И также можно выбирать предел измерения. Если не нужно предел, он будет в автомате измерять. Но когда он измеряет в автомате, нужно некоторое время подождать, пока он определит, какое у вас напряжение. Также функция в одном положении можно 4 функции выбрать. Это прозвонка диода, простая прозвонка, проверить емкости и сопротивление. Сейчас у нас стоят мегаомы, то есть он измеряет сопротивление. Можно также выбрать автоматический режим, ручной режим. Сейчас вот мегаомы, омы, килоомы. Тут десятки, сотни, по-моему, килоом можно выбирать. Вот сейчас сотни килоом, мегаомы и опять омы. Функции Select можно выбрать уже следующую функцию. Вернее, кнопкой Select можно выбрать следующую функцию: прозвонка диода, простая прозвонка,
такая. И емкости. Тоже в автоматическом режиме. Можно также... Нет, вот уже на конденсаторах эта тема работает только в автоматическом режиме. Также измерение микроамперы. Для того, чтобы измерять ее, необходимо переключить щуп. Он уже сам говорит, что щуп не в том положении. Переключить сюда. Измерение постоянно переменной силы тока. Не помню, по паспорту до 200, по-моему, тоже миллиампер. В автоматическом режиме измеряет силу тока постоянную силу тока, и тут можно выбрать переменную. Это микроамперы, миллиамперы набираются, и также амперы. Микроамперы и миллиамперы измеряются в этом положении. Если я переключаю на более большие пределы силы тока, то необходимо уже переключить будет следующее положение щуп. Этот прибор может измерять частоту, что не могут делать эти приборы. Также он может измерить температуру. Для этого есть специальный щуп. Эти два вытаскиваются и ставится термопара. Она измеряет. Также можно измерить громкость звука в децибелах. Здесь есть отверстие, вот микрофончик. Вот эта вот часть, датчик света, может измерять силу светового потока в люксах. И также здесь есть влагомер. Если вы заметили, вот показывает 40%. Встроенный термометр и встроенный влагомер. Сила света в люксах. Такие вот бывают мультиметры. Также мультиметры бывают комбинированные. UT70A. UT70A. Единственное, что в UT70A он не может мерить звуковой диапазон и яркость. Он не может измерить. Все остальное он в принципе меряет. Там еще параметры такие, что он измеряет сопротивление не до 20 мегаом, а до 2000 мегаом, то есть до 2 гигаом. Также при измерении сопротивлений вы выбираете предел измерения сопротивления. Если у вас выбран предел 2 килоома, а у вас сопротивление 10 килоом, он вам покажет запредельные значения. Если вы также измеряете 10 килоом, вам нужно переключить на предел измерения 200 килоом, тогда он покажет вам вашу цифру 10 килоом. Если также у вас будет 150 килоом, он вам покажет 150 килоом. Если ваше сопротивление будет выше 200 килоом, соответственно, он вам не покажет, потому что предел измерения 200 килоом. Сопротивление свыше 200 килоом необходимо будет переключать на высший предел измерения. Также и единицы Ом. Единицы Ом измеряются на самом низком пределе измерений.